Таджикистан – единственная страна Центральной Азии, где коррупция носит фамилию президента. Если в Казахстане и Узбекистане воровали элиты, то здесь ворует только одна семья, и вся страна это знает. С 1992 года у власти находится Эмомали Рахмон. 30 лет, один человек у руля, без смены, без оппозиции, без настоящей демократии. И все бы ничего, если бы за эти 30 лет в стране наступило процветание. Но Таджикистан – один из самых бедных государств бывшего СССР. А семья Рахмона – одни из самых богатых. Рустам Эмомали – сын президента, мэр Душанбе и председатель Совета Национального собрания. Фактически, второй человек в государстве, но по сути – наследный принц. Он не избирался, он назначался, выращивался, передавался от отца к креслу. За ним стоит все, от распределения земель в столице до крупных строительных подрядов. Компании, аффилированные с его окружением, получают крупные тендеры, без конкуренции и контроля. Официальные данные о его доходах закрыты, а реальная собственность скрыта за подставными фирмами. Озада Рахмон – дочь президента, глава администрации президента. Она контролирует кадровую политику, аппарат власти, министерства, СМИ. Практически тень премьера, только без официального звания. Братья, дяди, племянники президента управляют госмонополиями. Барки точек энергетика, Таджик Трансгаз, газ, Талка, алюминий. Все стратегическое, под контролем одной фамилии. Телко, таджикский алюминиевый завод, один из крупнейших производителей алюминия в регионе. Официально государственное предприятие. Фактически, доходы контролируются через офшорные компании, зарегистрированные на лица, близкие к Рахмону. Ежегодно завод производит миллионы тонн алюминия. Но в бюджет поступает лишь крошечная часть прибыли. Остальное оседает в зарубежных банках. Все это происходит на фоне массовой бедности. Свыше 50% трудоспособного населения Таджикистана работает за границей, в основном в России. Каждая четвертая семья живет на переводы от мигрантов. Мигранты работают на стройках, рынках, в доставке, чтобы рахмоны строили себе дворцы в Эмиратах. Эти деньги – это кровь народа. А элита просто присваивает и тратит. Эмомали Рахмон не президент, он монарх. Он создал культ личности, продлил себе сроки, убрал ограничения и посадил всех, кто пытался говорить иначе. Конституция менялась под него несколько раз. Официальные выборы – фарс с заранее написанным результатом. Парламент – ручной. Полиция – инструмент запугивания. Любая критика – преступление. Журналисты, блогеры, активисты сидят. За одно слово против режима – тюрьма, допрос, давление на семью. Международные организации годами критикуют Таджикистан за авторитаризм и системную коррупцию. Transparency International ставит страну в нижние строчки рейтинга честности. ОССРП неоднократно публиковал материалы о коррупции в алюминиевой и энергетической отрасли. Но Рахмон остается неприкасаемым. Потому что он союзник в борьбе с терроризмом. Потому что он гарант стабильности, как говорили про Назарбаева. А тем временем молодежь уезжает. Врачи увольняются. Учителя выживают на копейки. Страна, богатая горами, водой, ресурсами, живет как колония внутри своей собственной границы. Власть принадлежит фамилии, а народ живет чужой жизнью. Таджикистан — это не государство. Это фамильное предприятие с флагом и гимном. Казахстан — богатейшая страна региона, в которой нефть, уран и газ текли не в казну, а в карманы одной семьи. Нурсултан Назарбаев построил не государство, а вертикаль личного контроля, где вся экономика сводилась к одному центру — клану Илбасы.
С 1991 года и до своей формальной отставки в 2019 он не правил, он владел. Каждая нацкомпания, каждый крупный актив, каждый международный контракт проходил через согласование с верхушкой. По сути, вся страна жила по принципу «если ты не с нами, ты не получаешь ни контракта, ни должности, ни кредита». А кто был с нами? Его семья. Его окружение. Его племянники. Дарига Назарбаева, дочь Назарбаева, экс-спикер Сената, хозяйка империи через цепочку офшоров. Расследования ОССРП, BBC и швейцарских банков показывают, миллионы долларов уходили из страны под видом консультаций и проектов. Через компании, зарегистрированные на Британских Виргинских островах, в Люксембурге и в Дубае, отмывались деньги от казахстанских проектов. Недвижимость в Лондоне, особняки в Австрии, счета в Швейцарии — все это подтверждено публикациями 2020-2023 годов. Самат Абиш, племянник Елбасы, занимал пост замглавы КНБ. Но при этом контролировал потоки нефти, включая схемы с дешевой нефтью для внутреннего рынка, которая потом по документам терялась. Его имя всплывало и в январских событиях 2022 года, когда в стране произошел реальный народный взрыв. Тогда люди вышли не только из-за газа, они вышли от безнадежности. И да, Абиш внезапно ушел с поста. Кайрат Сатыбалды, еще один племянник, официально осужден в 2022 году. СМИ называли его теневым оператором всех закупок в сфере телекоммуникаций, энергетики, религиозного фонда и даже акиматов. Но главное, никто так и не назвал его преступление по полной. Несмотря на арест, его структуры продолжили работать только через третьих лиц. Сатыбалды — символ того, что коррупция в Казахстане не сажается, а временно прячется. Миллиарды долларов были выведены в офшоры, часть этих денег, по данным СМИ, вернулась в страну якобы в виде инвестиций. То есть, украли, вывезли, вернули под видом помощи и снова нажились. Бывшие министры, такие как Бауржан Байбек, Адильбек Джаксыбеков и десятки экс-акимов, владеют имуществом, стоимость которого не соответствует их зарплатам. У кого дома на Женевском озере, у кого салоны красоты в Дубае, а у кого и вовсе острова на Сейшелах. Лондонская недвижимость давно стала вторым Нур-Султаном. За последние 15 лет семьи чиновников купили там объектов на сумму свыше 750 миллионов долларов. Это официальные оценки от Transparency International. И все это на фоне бедности регионов, разбитых дорог и школ без отопления. В Жанаозене люди выходят за воду. В Таразе — за еду. После январских событий народ поверил, что система начнет рушиться. Но вместо падения мы увидели лишь косметический ремонт. Новый президент пообещал новый Казахстан, но старые руки остались у руля. Главный вопрос — почему никто не сидит? Почему офшоры остались нетронутыми, активы не возвращены, а фамилии не названы официально? Где громкие дела, где открытые суды, где конфискации? Пока народ молчит, система жива. Пока элита перекрашивается, она все еще у власти. Пока Назарбаев не осужден официально, он по-прежнему тень, давящая на страну.